Всем привет! В этом видео я хочу вам показать, как я готовила вот такой 3D торт в виде робота. Если вам интересно, смотрите дальше. Подготовила вот такие бортики для квадратной формы. Можно использовать также подложки и сделать бортики из подложки. Испекла бисквит, заварной шоколадный бисквит. Ссылку на этот рецепт оставлю в описании. Подготовила сметанный крем. И чтобы сметанный крем был более густой, я добавила к нему сыр маскарпоне и сливки. И получился вот такой густой, воздушный, очень нежный крем. Подробные пропорции оставлю в описании. Из кондитерского мешка наношу крем на корж. На первый корж нанесла крем и держала на весах, чтобы определить, какое количество крема уйдет на каждый слой. Я визуально смотрю, сколько вот крема понадобится на один слой. И такой же самый вес крема я кладу в каждый следующий слой. Если используем влажный крем, сметанный, йогуртовый, то дополнительно пропитывать эти бисквиты не надо. Но если мы используем для этих бисквитов какой-нибудь масляный крем, шоколадный, который не отдает столько влаги, то немного можно пропитать бисквиты каким-нибудь сиропом. Собрала торт нужной высоты, покрываю пленку и ставлю в холодильник на 10 часов, чтобы торт стабилизировался. На второй день достаю торт, снимаю бортики и буду равнять торт бетонным ганашем. Подробный рецепт на бетонный ганаш оставлю ссылку в описании. Вначале наношу тонкий слой ганаша, чтобы скрепить все крошки, и потом наношу дополнительно, чтобы выровнять торт и немного укрепить. Но в целом на такой торт очень много крема для выравнивания мне не надо, так как торт буду украшать мастикой. Выровняла торт, сделала вот такие отверстия. Далее надо раскатать мастику. Подробный рецепт на мастику оставлю ссылку в описании. Мастику окрасила в желтый цвет, так как робот желтого цвета. Вырезаю нужный размер квадратика. Прикладываю к торту, сглаживаю, чтобы мастика прилипла. Потом срезаю лишнее. Так весь торт покрываю желтой мастикой. Тут просто визуально надо смотреть на картинку, как выглядит этот персонаж, и покрывать также нужными цветами. Дополнительно добавляю еще серую мастику. Делаю разные элементы, как у будущего робота.
На обычной бумаге распечатала картинку гусеницы такого размера, какую мне надо для моего торта. Из фольги делаю такую форму. Туда я буду наливать растопленный шоколад. Шоколад можно темперировать, можно не темперировать. Так как слой шоколада достаточно толстый, то можно использовать и не темперированный шоколад. Наливаю и ставлю в морозилку, чтобы быстрее застыл. Если темперированный шоколад, то можно ставить в холодильник, он тоже быстро застынет. Извлекаю из фольги. Получились такие детали для гусениц. Для самой гусеницы я буду использовать вот такую бумагу. Она вот с таким рельефом. Я разрезала ее нужного размера. И так как мне надо было достаточно длинную, я скотчем скрепила две половинки. Растапливаем шоколад. В этом случае лучше использовать темперированный шоколад, чтобы лучше отходил от этой бумаги и лучше держал форму. Распределяем по всей этой бумаге. Слой делаем не особо тонкий, чтобы лучше держалось. Когда шоколад немного застыл, тогда приклеиваем на этот подготовленный треугольник из шоколада. И чтобы этот треугольник был не просто снизу этой бумаги, я этот треугольник поставила вот на формочку, чтобы был этой гофрированной бумаги посередине примерно. Прикладываю, прижимаю, шоколад очень быстро стабилизируется, схватывается, если он темперирован. Ставлю в холодильник, чтобы все хорошо застыло. Надо обязательно подождать, чтобы хорошо застыло. И потом аккуратно, не спеша, надо снять бумагу. И вот в этом случае, если мы используем темперированный шоколад, тогда эта бумага отходит без проблем очень хорошо. Если мы используем не темперированный шоколад, тогда нам ставить надо в морозилку и бумагу снимать, пока этот шоколад еще холодный. И снимать надо более аккуратней. Он более хрупкий и будет ломаться, если где-то слишком сильно срывать эту бумагу. И с таким вот необычным, в то же время недорогим способом мы сделали вот такую красивую гусеницу для нашего робота. С помощью молда колесо, мне надо сделать колеса. Если у вас нету молда колеса, вы можете просто сделать какие-то кругляшки. Дополнительно, чтобы это был не просто шоколад, добавляю вафельные шарики. Далее я расскажу, как я делала глаза этому роботу. Первый вариант был неудачный, но я вам расскажу. Я сделала из воздушного риса и маршмеллоу примерную форму глаз.
Поставила их на палочки, на спашки и пыталась вот так прикрепить к торту. Пробовала их обмотать темперированным шоколадом на ацетатной пленке. Но так как такой вариант, получается, что глаза достаточно тяжелые, они там шатались на этом торте, держались не особо хорошо, выглядели не особо аккуратно, поэтому этот вариант мне не понравился, и я переделала. Если вот делать таким способом глаза, тогда их надо делать очень аккуратно, красиво, ровно. И лучше использовать металлическую конструкцию, как для антигравитационных тортов, чтобы эти глаза своим весом не шатались на деревянной спашке. В итоге я распечатала на сахарной бумаге глаза, промазала шоколадом и прикрепила к торту. Держались очень хорошо, стабильно и выглядело аккуратно и красиво. Вот как вы видите, колесики я прикрепила к гусенице. И сейчас я промазываю черным какао-порошком и обычной водой, чтобы сделать гусеницы такие, как грязные. И вот черный какао-порошок просто идеально подходит для такого тонирования. Даже не надо никакие красители, просто водой и черным какао-порошком. А у робота эти щупальца я сделала тоже из съедобной бумаги. Тут я использовала плотную вафельную бумагу, вырезала вот нужный размер, согнула, как примерно они будут держаться у робота, эти щупальца. Промазала просто шоколадом серым, потом тонирую весь робот тоже какао-порошком черным. Можно и обычным какао-порошком, но для такого робота лучше подойдет такой черный цвет. Глаза я еще дополнительно сзади вот эту серединку покрасила в металлический цвет серебряным кондурином. И такой робот получился. И для разных тортов мы можем использовать различные упаковки от различных продуктов. Как, к примеру, от пачки печенья, есть такие круглые печенья, у них всех внутри есть эта гофрированная бумага. Но также такую бумагу можно приобрести в магазинах, где продаются упаковки, коробки картоновые. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Не бойтесь экспериментировать, порадуйте близких, удивляйте гостей. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, рецепты, эксперименты. Всем пока! Thank you.